Привет-привет! Итак, в предыдущей части мы рассказали, как прибыли на Крымский полуостров, поселок Оленевка, и поселились в отеле «Константа», а также посетили Тарханкутский заповедник. На отдыхе в Оленевке уже на второй день у нас сформировался некий распорядок дня. Ну да, распорядок. Просто кое-кто никак не соглашался лежать на солнышке, разгадывая кроссворды и грея пузика. Утром после завтрака мы отправлялись на пляж, где Лена успешно обгорела. Днем придумывали туристические маршруты. В основном это были прогулки на автомобиле по степи вдоль побережья. А вечером мы отправлялись порыбачить на мыс Тарханкут к местной достопримечательности – одноименному маяку. Тарханкутский маяк является близнецом Херсонскому маяку. Если это кому-то интересно. У маяка на южном побережье, прямо на скалах, нависающих над водой, к вечеру собираются любители порыбачить. На закате к берегу подходят косяки молодой ставриды. Средний размер всего 15 сантиметров. Ловят ее в основном на снасть, которую местные жители называют самодур, представляющий из себя легкий грузик с многочисленными отводными поводками, имитирующие мальков или рачков. Причем есть разновидности и поплавочные. А также в ход идут все варианты спиннинговой ловли. Тут у кого какие предпочтения. Наблюдая за погодными картами, мы поняли, что отличная погода продержится недолго, и нужно уже собираться, чтобы продолжить свое путешествие. Поэтому последние сутки в Крыму мы решили провести в палатке на рыбалке в скалах Караджинской бухты. Очень удобное и красивое место для туристов-дикарей. Место уже облюбованное, но наши соседи оказались очень приятными людьми. Радик с семьей из Донбасса и Михаил. Судя по флагу, реющему над его лагерем, он либо разведчик, либо Бэтмен. Обратите внимание на незакрытый на молнию вход в шатер. А эта беспечность чревата последствиями. Вечером мы обнаружили у себя гостя, южно-русского тарантула, размером с 1,5 спичных коробка. Мы не арахнологи, поэтому для нас это был, конечно же, шок. Однако Лена меня сильно удивила. Она без истерик с помощью всего лишь салфетки аккуратно вынесла его в степь. Конечно, я же думала, что это просто крупный паучок. Иначе точно была бы истерика. Если не закрывать палатку, то в поисках тенистой прохлады в нее могут забраться также и змеи, и фаланги. Фаланги, хотя и не ядовиты, но очень агрессивны, а их укусы сильно воспаляются. Так что нам очень повезло, что нас посетил, хотя и ядовитый, но очень мирный тарантул. И, конечно же, рыбалка. Ну куда же без нее? На краю маленького безымянного, но очень красивого мыса я установил ротпот и использовал карповые снасти. Не мудрствуя, в ход пошли наши обычные приемы для ловли карася, карпа, сазана. Основная приманка — опарыш. Результат не заставил себя долго ждать. Оказалось, что в дневное время на дистанции 30-70 метров от берега успешно ловятся губаны. На этом побережье их несколько видов, но нам попадались два – глазчатая зеленушка и обыкновенная зеленушка, которая крупнее. Местные избалованные жители зеленушек не едят, а я приготовил на костре и, скажу вам, не так уж и дурно. А вот сосед Михаил, который Бэтмен, не любил удочки, предпочитая охотиться с подводным ружьем. И рыбы и их размер у него не шли с нашими ни в какое сравнение. Крупные ставриды и кефаль. Он поделился с нами парочкой экземпляров. Они также были приготовлены на той же решетке с зеленушками. Мне кефаль очень понравился, а вот вован не очень. Но, как говорится, на вкус и цвет. По неопытности садок мы расположили совсем неправильно по здешним меркам. Его нам порвали крабы. В какой-то момент мы решили посмотреть размер улова и вместе с садком подняли еще 3 каменных крабов, которые не успели убежать. Садок был весь в дырах. Пойманная на тот момент рыба изорвана. Крабов мы не стали оставлять, выпустили обратно в море. Ну, во-первых, их запрещено ловить. Во-вторых, если с ними что-то и делать, то их должно быть значительно больше, так как в этих небольших крабах мало что съедобного. Ну и потом у нас не было с собой большой емкости для варки. А еще нам попалась пара скорпен. Причем ловились они на зеленушку при вываживании. Очень красивые морские ерши. Но мы их не пробовали, а отпустили в море. Дело в том, что у скорпен ядовитые плавники, с чем, конечно, легко справиться, но мы не стали рисковать в походных условиях, дабы не испортить отпуск по неосторожности. Место, конечно, живописное, но нужно быть очень внимательным, темнеет быстро и запросто можно переломать на скалах ноги. Кроме того, камень напоминает окаменевшую очень крупную и грубую пемзу. При малейшей неаккуратности оставляет на коже сильнейшие ссадины и рваные раны. Более того, новые кроссовки, в которых Вован сейчас на видео, после этой рыбалки пришлось выбросить, так как подошва стерлась до дыр. Поэтому, собираясь на подобный отдых, позаботьтесь об обуви с очень надежной и износостойкой подошвой. Поднялся небольшой шторм, который стих к утру. Кстати говоря,
говоря, спать в палатке рядом со штормящим морем весьма романтично и захватывающе. И хотя палатку мы надежно привязали к автомобилю, все же не покидало ощущение, что в любой момент ее сорвет и вместе с нами сбросит с 12-метровой скалы. Ой, вот это молния! Но даже в аду бывают холодные дни. На этот раз прогноз не обманул, и утром пришла непогода. Зарядили дожди, ливни с грозами и штормовой ветер, и мы снова перешли в режим путешествия. Попрощавшись с морем и Крымом, мы направились в Краснодарский край, где прогноз обещал солнечную погоду на ближайшие пару дней. До свидания, Крым. Увидимся в следующем году.